Самый страшный сценарий. Вы один дома. Представьте самую обычную сцену. Вы один дома, занимаетесь своими делами, возможно, читаете книгу или готовите ужин. Тишина. И вдруг эта тишина становится неправильной. Мир вокруг на долю секунды теряет четкость. Чашка выпадает из ослабевшей руки, а в голове возникает странный необъяснимый туман. Это не боль. Это нечто хуже. Ощущение, будто кто-то дернул за невидимые ниточки, и ваше тело перестало вам подчиняться. Это молниеносный удар, тишина перед бурей, которую в медицине называют инсультом. Большинство людей в этот момент совершают первую самую роковую ошибку. Они ждут. Они думают, что это просто усталость, что сейчас отпустит. Но враг уже внутри. Каждая потерянная секунда — это отмершие клетки мозга, это украденные воспоминания, движения, слова. Это сценарий, которого боится каждый. Именно его мы сегодня разберем под микроскопом. Мы проведем самое важное расследование в вашей жизни. Расследование самого страшного. Расследование начинается. Как не совершить роковую ошибку сценария? Инсульт, когда вы абсолютно одни. И я проведу вас через него от начала и до конца. Я покажу, как опознать врага, как нанести ответный спасительный удар и как дождаться помощи, не совершив смертельных ошибок, которые превращают временное нарушение в пожизненный приговор. Это будет не просто лекция, это будет ваша личная психологическая подготовка к экстренной ситуации. Добрый день. Меня зовут Юрген Восс. Уже 41 год я работаю врачом-неврологом в Германии. И каждый день я вижу две категории пациентов. Первые — те, кто успел среагировать в первые минуты, и вторые — те, чью жизнь навсегда изменили потерянные мгновения. Грань между ними тоньше, чем вы думаете. Поэтому сейчас, по традиции нашего канала, я попрошу вас о предельной честности. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой аспект инсульта — его абсолютная внезапность, чувство полной беспомощности в одиночестве или необратимость последствий — пугает лично вас больше всего. Ваш ответ поможет нам всем увидеть самую острую сторону этой проблемы. И обязательно подпишитесь, потому что сегодня мы превратим этот страх в четкий и ясный план действий. А еще напишите, пожалуйста, из какого вы города. Мне всегда очень важна география нашего думающего сообщества. Итак, наш главный тест на инсульт-удар, который должен знать каждый. Расследование начинается, и первый его этап — опознание врага. 90% трагедий случаются не из-за того, что скорая ехала долго, а потому что человек не понял, что с ним происходит. В панике люди начинают мерить давление, пить таблетки от сердца, ложиться спать. Но у инсульта есть свои совершенно особые отпечатки пальцев, и для их распознавания существует простой, но гениальный тест, аббревиатура которого звучит как призыв к действию — удар. И это не просто слово, это 4 буквы, 4 шага, которые вы должны сделать немедленно, как только почувствовали, что с вами что-то не так. Давайте разберем этот тест подробно, ведь знание этих 4 букв — это 90% успеха. У — улыбка. Первый признак асимметрии лица. Первая буква «У» означает «улыбка». Подойдите к зеркалу или включите фронтальную камеру на телефоне и попробуйте улыбнуться так широко, как только можете. При инсульте улыбка становится асимметричной, кривой. Один уголок рта предательски ползет вниз, словно его тянет невидимый груз. Это происходит потому, что нерв, контролирующий половину лицевых мышц, перестал получать сигналы от мозга. Это один из самых первых и верных признаков. Д — движение. Проверка на слабость в конечностях. Вторая буква «Д» — это движение. Попробуйте поднять обе руки перед собой и удержать их на весу в течение 10 секунд. Если одна рука начинает отставать, опускаться или вы вовсе не можете ее поднять, это второй грозный симптом. Мозг больше не контролирует конечность в полной мере. Аналогично можно проверить и ноги, попробовав поднять их поочередно в положении лежа. Слабость в одной половине тела — это классический почерк инсульта. Третья и А — артикуляция. Почему речь становится пьяной, возможно, самая важная буква А. Артикуляция. Попробуйте произнести любую простую фразу, например, «сегодня хорошая погода» или просто свое полное имя и фамилию. Речь при инсульте становится невнятной, пьяной. Язык будто заплетается, слова произносятся с трудом, либо вы вовсе не можете подобрать нужное.
Это происходит потому, что поражен речевой центр мозга, и это один из самых пугающих для человека симптомов. И, наконец, R — решение. Единственно верное действие в эту секунду. Четвертая буква R, и это решение. Если вы обнаружили у себя хотя бы один из трех предыдущих симптомов — кривую улыбку, слабость в руке или ноге, или нарушение речи — у вас нет времени на сомнения. Ваше единственное и абсолютно верное решение в эту секунду — немедленно звонить в скорую помощь. Ни мужу, ни детям, ни соседям, а именно врачам. Четко назовите диспетчеру адрес и скажите ключевое слово подозрения на инсульт. Это заставит систему работать в экстренном режиме. Вы должны понимать, терапевтическое окно. Почему у вас есть всего 3-4,5 часа, существует так называемое терапевтическое окно. Это 3, максимум 4, по часа с момента появления первых симптомов. Только в этот период врачи могут ввести специальные препараты, которые растворяют тромб и восстанавливают кровоток в мозге, предотвращая необратимые повреждения. Каждая минута промедления — это мину 10 миллионов нервных клеток. Тест-удар — это ваш личный караул, ваш сторож, который должен поднять тревогу. Он отсекает все сомнения и дает вам главное понимание, что враг не просто на пороге, он уже внутри. И вот здесь, после того, как вы. Что делать, пока едет скорая? Самый неочевидный этап — вызвали скорую. Начинается самый критический и самый неочевидный этап нашего расследования. Вы сделали главный звонок. Теперь вам нужно выиграть для своего мозга еще несколько драгоценных минут. Итак, скоро уже в пути. Ваше сердце колотится, в голове туман, а тело предательски не слушается. Что делать в эти 15-20 минут ожидания? Лечь и ждать? Нет. Именно сейчас вы можете применить шокирующий, но основанный на глубоких рефлексах нашего тела, метод, который может стать решающим. Ваше следующее действие может показаться странным, но оно способно запустить в организме настоящую аварийную программу по спасению мозга. Немедленно, но без шокирующий метод. Как холодная вода запускает спасение мозга паники и резких движений, идите к ближайшему крану с водой. В ванную или на кухню, неважно. Ваша цель — холодная вода. Не ледяная, а именно холодная, терпимая для кожи. Откройте кран и подставьте под струю обе руки, но не ладони, а запястья. Именно здесь, на запястьях, крупные артерии проходят очень близко к поверхности кожи. Ваша задача — держать их под струей холодной воды до приезда врачей. Зачем это нужно? Это не народное средство и не магия. Это чистая физиология. Вы запускаете древнейший механизм выживания, заложенный в каждом из нас. Аналогичный рефлекс срабатывает, когда человек падает в холодную воду. Организм воспринимает резкое охлаждение крупных сосудов как сигнал смертельной опасности, как сигнал СОС, и мгновенно активирует то, что в медицине называется централизация кровообращения. Централизация кровообращения. Объяснение на простом примере объясню этот механизм на простом примере. Представьте, что ваш организм — это большой город, а кровеносная система — это его водопровод. В обычном состоянии вода, кровь равномерно распределяется по всем районам. И в центр, и на окраины, в кожу, мышцы рук и ног. Но вот в городе случается ЧП, например, прорыв главной трубы, ведущей к мэрии, мозгу. В нашем случае это закупорка сосуда тромбом. Что сделает грамотный инженер? Он немедленно перекроет подачу воды на окраины, чтобы весь доступный напор направить в центр к жизненно важным объектам. То же самое делает и ваш организм. Когда вы охлаждаете запястье, мозг получает сигнал внимания, потери тепла на периферии. И он дает команду к так называемому рефлексу периферического спазма. Сосуды в руках, ногах, на поверхности кожи рефлекторно сужаются. Кровь перестает активно поступать туда, где она в данный момент не так важна. Весь освободившийся объем крови, весь напор системы перенаправляется в центральную магистраль к сердцу, легким и, что самое главное для нас, к головному мозгу. Этот процесс и называется централизацией кровообращения. Вы искусственно создаете ситуацию, при которой мозг получает максимальный приток крови из всех возможных резервов организма, но это лишь первая часть чуда. Самое интересное начинается дальше. Когда весь гидравлический удар, как повышенный кровоток проталкивает кровь через тромб, дополнительный объем крови устремляется к мозгу, в сосудах, питающих его, резко повышается давление.
Это создают то, что можно назвать спасительным гидравлическим ударом. Представьте себе засор в трубе. Если просто пускать по ней воду с обычным напором, она будет лишь слабо сочиться мимо преграды. Но если резко увеличить давление во всей системе, мощный поток воды может либо протолкнуть засор дальше, либо, что более вероятно в нашем случае, просочиться через микроскопические щели между тромбом и стенкой сосуда. Именно это и происходит в мозге. Повышенный кровоток силой проталкивает плазму и кислород через частично перекрытый сосуд, питая ту самую ишемическую полутень. Область мозга вокруг очага инсульта, которая еще жива, но уже страдает от кислородного голодания. Именно за спасение этих клеток и идет борьба в первые часы. Этот метод как нажать на кнопку турбо в системе кровоснабжения мозга. Вы не устраняете причину, не растворяете тромб, но вы даете мозгу тот критически важный глоток кислорода, который позволяет ему дотянуть до приезда врачей без фатальных повреждений. Это простое действие, основанное на фундаментальных законах физиологии, может оказаться решающим фактором между полной реабилитацией и глубокой инвалидностью. Метод с холодной водой — это ваш главный козырь. Но пока скорая едет, есть и другие не менее важные шаги, которые составляют полный протокол выживания. После того, как вы правильная поза, как лечь, чтобы спасти мозг и не задохнуться охладили запястье, нужно занять правильное положение. Ни в коем случае не оставайтесь стоять или сидеть прямо. Идеальная поза — лечь на бок, слегка приподняв голову и плечи, примерно на 30 градусов. Для этого можно подложить под голову подушку или валик из одежды. Зачем это нужно? Во-первых, положение на боку предотвратит западание языка и попадание рвотных масс в дыхательные пути, если вдруг начнется тошнота, что нередко бывает при инсульте. Во-вторых, приподнятая голова обеспечивает оптимальный венозный отток от головного мозга, что помогает немного снизить внутричерепное давление. Следующий шаг — обеспечение кислородом. Шаг, о котором все забывают в панике обеспечить свободное дыхание. Мозг и так страдает от гипоксии, и ваша задача — дать ему максимум кислорода из воздуха. Расстегните тугой воротник рубашки, ослабьте ремень. Снимите галстук. Если есть силы, постарайтесь открыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Каждый дополнительный процент кислорода в воздухе, который вы вдыхаете, это маленький шанс для клеток вашей ишемической полутени. Эти действия кажутся элементарными, но в состоянии паники о них забыла. И последний шаг в этом протоколе — ожидание. Если у вас остались силы и ясность сознания, подготовьтесь к приезду врачей. Положите на видное место документы, паспорт и медицинский полис. Если вы принимаете какие-либо лекарства на постоянной основе, соберите их или хотя бы записку с их названиями. Эта информация будет бесценна для врачей и сэкономит драгоценное время уже в больнице. А теперь, когда мы разобрали полный план действий, пришло время поговорить о том, чего делать категорически нельзя. Сейчас ошибка номер 1. Почему прием аспирина может вас убить, я назову 3 смертельные ошибки, которые превращают инсульт в приговор. И первая, самая распространенная и самая опасная ошибка — это прием аспирина. В сознании многих людей прочно засел миф. Если проблемы с сосудами, прими аспирин. Он разжижает кровь? Это действительно так при инфаркте миокарда. Но инсульт — это совершенно другая история. Инсульты ишемический против геморрагического инсульта. В чем разница бывают двух типов? Ишемический, когда сосуд закупоривается тромбом. Это около 85% случаев. И геморрагический, когда сосуд разрывается и происходит кровоизлияние в мозг. И пока вы дома, вы не можете знать, какой именно тип инсульта у вас. Если у вас геморрагический инсульт, то таблетка аспирина, разжижающая кровь, многократно усилит кровотечение. Это все равно, что лить бензин в огонь. Вы своими руками увеличите гематому в мозге, что приведет к катастрофическим последствиям. Вторая смертельная ошибка — пытаться пить воду, ошибка номер 2. Опасность воды, еды и других лекарств или принимать любые другие лекарства. При инсульте часто нарушается глотательный рефлекс. Человек может этого даже не осознавать. Пытаясь сделать глоток воды, вы рискуете тем, что жидкость попадет не в пищевод, а в дыхательные пути. Это может вызвать аспирационную пневмонию, тяжелое воспаление легких, которое значительно осложнит лечение и реабилитацию, или даже привести к удушью прямо на месте. То же самое касается и любых таблеток. Никаких препаратов от давления для сердца,
или успокоительных? Во-первых, вы не знаете, как они взаимодействуют с процессами, происходящими в мозге. Во-вторых, повышенное давление в первые часы — ошибка номер 3. Подожду, пока пройдет. Самое коварное заблуждение инсульта — это часто компенсаторная реакция организма, который пытается протолкнуть кровь через закупоренный сосуд. Сбивая его, вы можете навредить. Все необходимые медикаменты введут врачи после точной диагностики. Ваша задача — не мешать организму и не создавать новых угроз. Третья ошибка, самая коварная — это ждать, пока пройдет. Микроинсульт. Оглушительная сирена перед катастрофой. Часто инсульту предшествуют так называемые транзиторные ишемические атаки или микроинсульты. Симптомы те же — онемение, слабость, проблемы с речью, но они могут пройти сами по себе через несколько минут или часов. Человек думает «пронесло» и не обращается к врачу. Это фатальное заблуждение. Микроинсульт — это не просто звонок. Это оглушительная сирена, предупреждающая о том, что в сосудах мозга катастрофа и полноценный большой инсульт. Это лишь вопрос времени. Почему инсульт страшен не смертью, а жизнью после инсульта, даже если он прошел через 5 минут? Это повод для немедленного вызова скорой помощи. Это не перестраховка. Это единственно верное и ответственное решение. История Клауса — это кульминация нашего расследования, которая показывает, как знание бездействия становится бесполезным. Не повторяйте его ошибок. Ваше здоровье и будущее вашего мозга находятся буквально в ваших руках и зависят от ваших решений в первые же минуты. Давайте подведем спасительная цепочка из 4 шагов. Распознай, действуй, жди правильно, не ошибайся итог нашего расследования и еще раз закрепим всю спасительную цепочку действий. Это ваш персональный протокол, который должен отпечататься в вашей памяти. Первое. Распознай врага. Как только вы почувствовали что-то неладное, немедленно проведите тест-удар. Улыбка, движение, артикуляция. При наличии хотя бы одного симптома переходите ко второму шагу. Второе. Действуй немедленно. Сразу же звоните в скорую, а после звонка идите к крану и охлаждайте запястье под струей холодной воды, запуская рефлекс централизации кровообращения. Третье. Жди правильно. Лягте на бок, приподняв голову. Обеспечьте доступ свежего воздуха и подготовьте документы. Четвертое. Не ошибайся. Запомните 3: не принимайте аспирин. Не пейте и не ешьте. И не ждите, пока пройдет, даже если симптомы исчезли. Эта простая последовательность из 4 шагов не просто информация. Это ваш реальный шанс сохранить не только жизнь, но и ее качество. Способность двигаться, ясно мыслить, говорить и радоваться каждому дню. Инсульт страшен не столько смертью, сколько той жизнью, на которую он может обречь человека. Но знание этого протокола дает вам власть над ситуацией. Вы больше не беспомощная жертва обстоятельств. Вы подготовленный боец, который знает, что делать. Я призываю. Почему эту информацию нужно не просто знать, а прорепетировать вас отнестись к этой информации с максимальной серьезностью? Не просто запомните этот протокол, а мысленно прорепетируйте его. Обсудите его со своими родителями, детьми, супругами, возможно, даже распечатаете и повесьте на видное место. Этот разговор может показаться неловким, но однажды он может спасти жизнь вам или вашему близкому человеку. Спасибо, что были со мной в этом важном расследовании. Если вы считаете эту информацию ценной, поддержите нашу работу лайком. Это поможет и другим людям найти это видео. Но самое главное, что вы можете сделать, это нажать на кнопку «Поделиться» и отправить это видео своим детям, родителям, друзьям. Этот простой жест не просто ссылка. Это акт настоящей заботы, который может уберечь здоровье дорогого вам человека. Обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск, где мы вскроем шокирующую правду о самом популярном завтраке для пожилых. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какой из неочевидных фактов, которые вы сегодня узнали, заставил вас задуматься больше всего. Берегите себя и свой мозг.